Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых захватывающих и загадочных тем, которые только можно себе представить. Необъяснимые археологические открытия. Эти находки ставят в тупик ученых, будоражат воображение исследователей и заставляют нас переосмысливать историю человечества. Мы поговорим о том, почему некоторые артефакты до сих пор не поддаются логическому объяснению, какие гипотезы выдвигаются и что они могут рассказать о нашем прошлом. Археология — это наука, которая, казалось бы, должна давать ответы. Мы привыкли думать, что каждая найденная кость, каждый осколок керамики или обломок инструмента — это кусочек пазла, который складывается в стройную картину прошлого. Но что делать, когда некоторые из этих кусочков не только не вписываются в пазл, но и будто принадлежат совсем другой игре? Такие открытия называют неуместными артефактами. Объектами, которые по всем законам науки не должны существовать в том времени или месте, где их нашли. И таких находок, поверьте, немало. Давайте начнем с загадки, известной как Косо-артефакт. В 1961 году 3 американца – Уоллес Лейн, Вирджиния Макси и Майк Майксел – искали полудрагоценные камни в горах Косо, штат Калифорния. Они наткнулись на странный объект – кусок окаменелой глины, внутри которого оказался металлический цилиндр с керамической вставкой и медным кольцом. На первый взгляд это выглядело как обычная геологическая находка, но при ближайшем рассмотрении предмет оказался подозрительно похож на свечу зажигания, деталь двигателя внутреннего сгорания. Анализ показал, что глина вокруг артефакта затвердела около 500 тысяч лет назад, в эпоху, когда по официальной науке человечество еще не знало даже простейших металлических орудий, не говоря уже о сложных механизмах. Как такое возможно? Скептики утверждают, что это, скорее всего, современный объект, например, часть старого оборудования, попавшая в древний слой из-за природных процессов. Но как объяснить керамику и точность конструкции, которые не соответствуют технологиям начала XX века? Некоторые энтузиасты видят в этом следы доисторической цивилизации или даже внеземного вмешательства. Загадка Косо до сих пор вызывает споры, и сам артефакт, к сожалению, пропал из виду, что только добавляет таинственности. Теперь перенесемся в Египет, к находке, известной как Саккарский птицеплан. В 1898 году в гробнице в Саккаре археологи нашли небольшую деревянную фигурку, похожую на птицу. Долгое время ее считали просто игрушкой или ритуальным предметом, пока в 1969 год инженер Халил Месиха не заметил, что у нее есть черты, подозрительно напоминающие самолет, аэродинамическая форма, крылья с подъемной силой и даже вертикальный стабилизатор. Фигурка датируется примерно II веком до нашей эры. Провели эксперименты, и оказалось, что она действительно способна планировать в воздухе. Возникает вопрос: неужели древние египтяне знали основы аэродинамики? Официальная наука говорит, что это, скорее всего, модель птицы, а сходство с самолетом – совпадение. Но почему тогда у нее нет лап или клюва, как у других птичьих фигурок того времени? Некоторые фантазеры видят в этом намек на утраченные технологии или даже помощь извне. Что думаете вы? А теперь давайте поговорим о находке, которая буквально переворачивает наше представление о времени. В 1974 году в Румынии, в песчаном карьере на берегу реки Муреш, рабочие наткнулись на странный металлический объект. Сначала подумали, что это каменный топор, но после очистки оказалось, что это кусок алюминия длиной около 20 сантиметров с отверстиями и следами обработки. Казалось бы, ничего необычного, пока не выяснилось, что этот артефакт находился в слое грунта возрастом около 250 тысяч лет. Алюминий – металл, который человечество научилось добывать только в XIX веке, и то с использованием сложных технологий. Как он оказался в таком древнем слое? Ученые до сих пор спорят. Одни считают, что это подделка или ошибка датировки, другие, что это доказательство существования высокоразвитой цивилизации задолго до появления Homo sapiens. Интересно, что рядом с объектом нашли кости мастодонта, что только добавляет загадочности. Может, это остатки какого-то древнего механизма? Или случайный гость из будущего, попавший в прошлое? Ответа нет, но сама находка заставляет нас сомневаться в линейности истории. Продолжим наше путешествие и заглянем в Китай,
к горам Баян-Караула. В 1938 году археолог Чи Пу Тэй обнаружил там пещеры с захоронениями странных существ, низкорослых, с большими черепами, совсем не похожих на современных людей. Но настоящей сенсацией стали каменные диски, найденные рядом. Их было около 700, каждый диаметром около 30 сантиметров, с отверстием посередине и спиральными бороздками, напоминающими грампластинки. Когда диски исследовали, оказалось, что бороздки — это текст на неизвестном языке. По легенде, которую позже озвучили местные жители, эти артефакты связаны с людьми с неба, чей корабль потерпел крушение 1000 лет назад. Официальная наука, конечно, скептически относится к таким интерпретациям, но возраст дисков — около 10-12 тысяч лет, и их сложная структура не укладываются в привычную картину. Были ли это просто ритуальные предметы? Или действительно следы контакта с чем-то большим? Увы, многие из этих дисков позже пропали, что только подогревает конспирологические теории. А теперь давайте подумаем аналитически. Что объединяет все эти находки? Во-первых, они бросают вызов нашим представлениям о технологическом прогрессе. Мы привыкли думать, что человечество двигалось от простого к сложному. Сначала каменные орудия, потом бронза, железо, и только потом машины и компьютеры. Но такие артефакты, как Косу-артефакт или алюминиевый объект из Румынии, намекают, что эта линия могла быть не такой прямой. Может, некоторые культуры достигали пика развития, а затем исчезали, оставляя лишь обрывки своих достижений. Во-вторых, эти открытия часто связаны с идеей запретной археологии, концепцией, которую популяризировал Майкл Кремо. Он утверждал, что многие находки сознательно игнорируются или замалчиваются, потому что не вписываются в принятую хронологию. И действительно, почему мы так редко слышим о подобных артефактах в школьных учебниках? Давайте перенесемся в Египет, к Великой пирамиде Хеопса, одному из самых изученных сооружений в мире. Казалось бы, о ней известно все. Построена около 2630 года до нашей эры, служила гробницей фараона, возведена с невероятной точностью. Но в 2017 году ученые с помощью детекторов космических лучей обнаружили внутри пирамиды огромную скрытую полость, так называемую «большую пустоту». Она находится над Великой галереей. Ее длина около 30 метров, и до сих пор никто не знает, что там внутри. Это не просто пустое пространство. Расположение и размеры намекают, что оно могло иметь особое назначение. Но какое? Одни предполагают, что это часть системы разгрузки веса, чтобы пирамида не рухнула под собственной массой. Другие видят в этом тайную комнату, где хранятся утерянные сокровища или даже знания древних. А есть и те, кто говорит о ритуальном значении. Мол, пустота связана с путешествием души фараона к звездам. Самое удивительное, что попасть туда пока невозможно. Нет ни одного известного прохода. Как египтяне, не имея современных технологий, могли спроектировать и построить такое? И почему они так тщательно это скрыли? Эта находка заставляет нас пересмотреть все, что мы знали о пирамидах, и задуматься, может, их назначение было куда сложнее, чем просто усыпальница. Интересно, что необъяснимые находки часто сопровождаются следами гигантов. В Неваде, США, в 1911 году шахтеры нашли отпечатки обуви невероятного размера, около 50 сантиметров в длину, в слоях каменноугольного периода, которому более 200 миллионов лет. Это время, когда по официальной версии человека еще не существовало. А в 1930-х годах в Техасе обнаружили так называемые следы Пелюкси – отпечатки человеческих ног рядом с динозавровыми следами. Конечно, скептики говорят о подделках или природных аномалиях, но сам факт таких находок заставляет задуматься, а вдруг в прошлом нашей планеты были обитатели, о которых мы ничего не знаем? Теперь давайте порассуждаем о том, почему эти открытия остаются необъяснимыми. Может, дело в нашем подходе? Мы смотрим на древность через призму современности, пытаясь уложить все в рамки знакомой нам логики. Но что, если люди прошлого мыслили совершенно иначе? Или если часть находок — это не дело рук человека, а следы чего-то большего, природных катаклизмов, неизвестных культур или даже гостей из космоса? Конечно, такие идеи легко отмахнуть как ненаучные, но они заставляют нас держать разум открытым. Ведь история науки полна примеров, когда невозможное становилось реальностью.
Под конец хочу упомянуть еще одну находку, которая буквально недавно всколыхнула мир археологии. В 2023 году в Египте обнаружили саркофаг с книгой мертвых, одним из самых подробных экземпляров этого текста. Но что интересно, рядом нашли следы веществ, которые могли использоваться в ритуалах, вызывающих галлюцинации. Это наводит на мысль, что древние жрецы, возможно, не просто верили в загробный мир, а пытались его увидеть. Неужели их знания о сознании и реальности были глубже, чем мы думаем? Итак, друзья, что мы имеем в итоге? Необъяснимые археологические открытия — это не просто странные предметы. Это зеркало, в котором отражаются наши собственные ограничения. Они напоминают, что история — это не закрытая книга, а живая тайна, которая продолжает раскрываться. Может, со временем мы найдем ответы. А может, эти загадки — часть того, что делает нас людьми, стремление к неизвестному. Что думаете вы? Пишите в комментариях свои версии, делитесь мыслями. Давайте вместе попробуем разгадать хоть одну из этих тайн. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи в следующем видео.